Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за лайки, подписки. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Кто тебя ревнует и почему? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Интересное сочетание. Так, девушка у меня по карте муза, яркая, харизматичная, талантливая, как райская птица. Умеете подчеркнуть в своей внешности, да, там какие-то свои сильные черты, да, сильные достоинства, если можно так сказать. В общем, ладно, масло масляное. Допустим, вы обладаете там роскошными волосами, акцент сделаете на волосы. Допустим, там, уж не знаю, длинные у вас ноги какие-то красивые, какие-то волнистые, красивые длинные ноги. Ладно, то опять-таки будете акцент на этом делать. Всякие женские штучки, знаете, такие, как подчеркнуть, в общем, достоинство. По этой карте талантливая, еще раз повторюсь, идет и, в принципе, женщина, которая вот этот фокус внимания на себе умеет удерживать. Но при всем при этом карты рядом, какие-то такие карты, говорящие о том, что, допустим, внешне привлекательная, талантливая, для мужчин явно вы заметны, но карта невозможна, и рядом карта нежности, каких-то чистых, знаете, чувств, эмоций, которые, вот, допустим, зарождаются там в 14-15 лет, да, вот самые-самые такие первые, как нежные чувства. Это история мне о том, что вы катастрофически нуждаетесь именно вот какой-то такой нежности, заботы, вот этих вот чистых именно каких-то, ну, не буду говорить тут какие, ну, юношеские, да, вот такие эмоции. Вот почему-то вам, скорее всего, хватает, ну, не хватает, ну, есть у вас ощущение того, что вы знаете, что вы привлекательны, да, и мужчины на вас обращают внимание. Но при этом то ли это внимание, оно как поверхностное, ну, постарайтесь воспринять это нормально. То есть вы их цепляете, вы привлекательны, с вами могут быть там, хотеть мужчины ярких эротических переживаний, да, назовем это так. Но вам бы хотелось глубины, вам бы хотелось вот этой нежности, заботы, внимания, поддержки. А почему-то мне показано, что вот именно как-то, ну, не переходят отношения именно на этот вот уровень. И то ли начинается изначально как будто бы с другого, то ли вас видят тут, ну, кого-то, правда, как может проиграться, видят архетип такой, знаете, любовницы, роковая красотка, но при всем при этом, а вам-то хочется вот такого вот, вам-то хочется, помимо там восхищения вашими там, не знаю, формами, внешностью, вам бы хотелось вот такой же, душа тянулась, душа раскрывалась навстречу человеку, вам бы хотелось быть, вот, знаете, как в хорошем смысле вторую половинку найти. Вот тут как-то так мне вот это подчеркивают. У кого-то прям вот эта карта, это как окно в другой мир, увлечение эзотерикой, может быть, расклады. Отчасти тоже, может быть, как вам сказать, подтолкнула вас заниматься этим. У кого-то психологией интересоваться. Из-за чего? Из-за того, что, ну, допустим, непонимание, почему вы не можете выстроить с кем-то отношения или какой-то формат отношений, тот, который бы вас устраивал, к чему бы вы, ну, стремились. Так просто как парадокс какой-то. Внимание со стороны мужчин есть, внешность есть, тут талант, тут я не думаю, что девочка глупая. Нет, не глупая, но при этом вот получить желаемое
вы почему-то то ли не могли. Вот это могло вас даже сподвигнуть увлекаться, тут говорю, психологией, эзотерикой. Так, ну и по этой карте идет девочка с очень хорошей интуицией, и окно в иной мир это, ну, понятно, ведьмочки, понятно, тут женщины, которые получают эту тайную информацию, ее обрабатывают, может, применяют. Ну, тут не сколько практик, сколько умения увидеть, может быть, себя в другом свете, как со стороны посмотреть на себя, может быть, изучить даже себя, как вы реагируете, какие у вас запросы. Такое вот что-то мне идет. Так, и вот эти вот первые две карты, тут, смотрите, карта счастья, и перед этим карта потеря. Это мне история о том, говорит это все, это о том, что как будто бы могли в прошлом вы, вот эта карта потеря, утрата, видите, тут девушка, и ей как в шею вцепился фантом, вот этот мужской силуэт. Этот мужчина, он, ну, надеюсь, он живой, да, с ним все в порядке в физическом плане, но рядышком с ней этого мужчины нет. Он может быть там в другом городе, на соседней улице, уже не знаю, там где-то в другой стране. Но вот ментально он ее не отпускает, он ее держит за шею, и она его поддерживает. То есть вполне возможно, девушка время от времени, как минимум, да, напоминает сама себе о нем, может быть, погружается в эти воспоминания, может быть, даже не хочет отпускать эти воспоминания. А за спиной этой девушки стоит еще мужчина, мужской силуэт. Эта история тоже о том, что у нее уже сейчас то ли есть отношения с каким-то мужчиной, то ли в перспективе он, этот мужчина, есть. Но предыдущие отношения, то есть вот этот фантом, он не дает этой женщине нормально выстроить настоящие отношения. Ну, как будто бы третий постоянно в этих взаимоотношениях. Или же огромный отпечаток накладывает, вот то, что вот, даже девушка не может это отпустить. То есть уже как будто бы невозможно здоровые построить отношения, пока она это прошлое не отпустит. И тут вот карта рядом счастья. И это говорит о том, что на самом деле женщина может быть счастлива. И она умеет радоваться к там, уже не знаю, мелочам каким-то, там, солнечному свету, уже не знаю, блики вот эти солнечные, там на воде. Ну, трава зеленеет, уже не знаю, девочки, щебет птиц, обычным каким-то замечательным вещам в нашей жизни, мимо которых большинство людей спешит, пробегает и не замечают. А вы умеете, но вот это вот прошлое видит какого-то мужчины, как фантом, который находится рядом с вами, он не дает вам в полной мере выстраивать счастливое свое настоящее будущее. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кто вас ревнует и почему? Кто ревнует? Почему этот человек вас ревнует? Кто вас ревнует? Почему этот человек вас ревнует? Кто этот человек, который вас ревнует? Почему он вас ревнует? Кто вас ревнует? Почему этот человек вас ревнует? Кто? Почему этот человек вас ревнует?
Так, кто вас ревнует? Кто вас ревнует? Ух ты, соперница вас ревнует, какая-то женщина. Уже. Она же является для вас тайным врагом. Интересно. Ну, женщина ревнует. Так. Странно. Ревнует вас. Угу. Да. Давайте еще все-таки я уточню. Что такая картинка какая-то про эту женщину. Смотрите, эта женщина находится в созависимых отношениях по влюбленным. У нее, есть мужчина, есть или ей интересен этот мужчина. Скорее всего, она с ним во взаимоотношениях с мужчиной. Он тут проигрывается, видите, карта именно тут в Монаре влюбленная. Это художник, который пишет свою натурщицу, да, картину пишет. Он тут вдохновленный, весь такой, а женщина вся исполосованная спина. То есть отношения созависимые, но в этих отношениях она больше уступает, она жертвит. Но они как будто бы не могут то ли разойтись, то ли разбежаться в разные стороны. Что-то их держит. У кого-то это больная связь какая-то. У кого-то держит вместе карта доход рядом. Еще видите, волшебный горшочек такой, золото. И карта вирус. Скорее всего, знаете, тут отношения уже давным-давно, они, как вам сказать, больные, нездоровые, это точно, да. Но вот мне все-таки непонятно, почему она вас ревнует. В общем, смотрите, тут опять семья какая-то показана. Вполне возможно, у этой женщины, понятно, есть семья, детки, такие отношения непонятные. В семье, вернее, что там непонятное, понятное, больные, созависимые. Вокруг нее и вокруг именно ее семьи взаимоотношений очень много сплетен. Но по вот этой карте первая, сейчас я спрошу, о чем это ангелы. Скорее всего, про нее могут говорить диаметрально противоположные вещи. Могут рассказывать про нее и гадости, могут рассказывать, допустим, она кому-то помогла, да? Допустим. Ангелы, о чем это? Кортеж, клевер, шанс, карма. Чем? Ага. Не знаю. У кого-то, может быть, проиграться. Вот если мы сейчас говорим за эту женщину, тут карта карма, карта клевер и лестница, вверх по лестнице. Вы знаете, если женщина, находясь в таких отношениях каких-то очень непростых, карта семья, созависимые отношения, при этом почему она не уходит из этих отношений? Отчасти для нее эта карта клевер, это шанс, и тут карта клевер все-таки может быть где-то создать семью, удержать эту семью, как само понятие семьи, да, вот почему-то для нее это важно. Но тут же карта лестница вверх по этой лестнице, может быть, как карьерная лестница, социальная лестница, как социальный лифт, да. Может быть, для этой женщины, вот если она в браке с кем-то, то мужчина, знаете, ресурсный в плане материалки, в плане, опять-таки, в плане, может быть, он обладает какими-то, не знаю, ресурсами, да, и благодаря этому она планирует, за счет этого женщина сама добиться чего-то. С помощью его. Как клевер, это шансы. Вот такой, как будто бы она берет. Но тут женщина и меркантильная, можно так сказать, с одной стороны. С другой стороны, она вроде бы пытается эту семью сохранить. Но при этом тут какие-то есть с этим. Помимо того, что двойные стандарты, это понятно, а тут есть у нее еще выгоды, и вторичные, и первичные, очень много выгод от этого брака, от этого союза. Для вас, скорее всего, она тайный враг.
И ящик Пандоры, целитель, клевер. Сейчас я уточню. Вполне возможно, вы даже толком, ну, вы догадываетесь, кто эта женщина, но вы только верхушку айсберга видите. На самом деле по ящику Пандоры тут женщина может быть настолько непредсказуемой и ядовитой во всех смыслах, токсичной. Так, целитель это она, целитель это вы. У нее ревность. Я спрашиваю, у нее ревность? У нее, да, у нее ревность же мы там не смотрим, кого ревнуем. Тут ревность, карта шабаш, ее несет. Вполне возможно, девочки, ревнует она. Тут вообще-то кто вас ревнует. Но тут 100% идет ревность, допустим, если вы нравитесь какому-то мужчине, она об этом догадывается. Или же она может догадываться, что... Ну, все-таки карта всадник вышел. Мужчина какой-то, краеугольный камень этого всего. Вас она видит по карте скоробей ценной. Вас она видит, скорее всего, вы как-то можете, может быть, не входя с ней в какие-то там, может, не знаю, выяснения отношений, там, особо мне такое, как будто бы вы даже где-то как сглаживаете вот эти острые углы. Карта целитель. Скорее всего, вы даже как-то могли мягко противостоять ей. Но она вот где-то на отчасти по тайному врагу она и скрывает свое лицо. Она не хотела бы это афишировать, то, что она там вас ревнует, допустим, к ее мужчине. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, а вообще, ну, вообще-то такой странный расклад идет, я понимаю. Потом посмотрим, почему она вас ревнует, да? Но тут уже есть как будто бы такой вот, с одной стороны, вот, или мужчина, или же, может быть, ваши какие-то там достижения. Карта игра и что? Карта эмоции. Лиса. Это вы? Это она. Ну, давайте так. Может быть, она даже думает, что вы где-то в чем-то ее переиграли, да? Изначально она вас могла считывать по карте вода. Вода это эмоциональная, и она считала за счет того, что она там, у нее там, может быть, если у нее там более какой-то аналитический склад ума, или она настолько привыкла вот этих каких-то хитростях, многоходовочках участвовать, она считала, что она как бы хитрее вас, она вас переиграла. То сейчас у нее почему-то ощущение такое, ну, судя по всему, тут у нее в семье большие проблемы. Карта воин, мужчина, который приносит разочарование и разрушает. Карта дерева, это семья. Почему-то вот у нее идет такое ощущение, что вот карта игра, и где-то вы сейчас как переиграли ее. Я не понимаю до конца, девочки, что это за история. Я просто вижу, что вы тут как будто бы от нее старались подальше держаться. А она при всем при этом в открытую вам, может быть, даже и не противостояла. Хотя такие карты там странные. Так, давайте посмотрим, почему она вас ревнует. Ой, так, как я вижу, почему-то у нее очень много тут планов, целей каких-то, но при всем при этом карта отчаяния, и даже при том, что она прикладывает действительно усилия какие-то, мудрость тут, то есть она набирается где-то мудрости, она ищет, правда, как какие-то пути решения создавшейся проблемы. Но такое ощущение, как будто бы она одну проблему решает, и сама же тут же может и создавать кучу новых проблем.
В любом случае, тут почему-то идет вот тут ревность по поводу того, что, допустим, ей со стороны кажется, что то, какие вы перед собой ставите задачи, вы, используя свою, тут, ну, скажем так, по карта муза яркая, харизматичная, и тут карта звезда, это идете за своей мечтой. У вас как будто бы лучше это все получается, ей кажется, вот на данный момент. Также ей кажется, что по тузу воды вы в любом случае вы можете то ли в новое что-то идти. Туз это шансы. Шансы, допустим, в любовной сфере брать. И, скорее всего, вы сами как будто бы управляете ситуацией. А она где-то себя чувствует как заложником ситуации, в которую она же сама и попала. Тут мне так идет. Чему она завидует, почему она ревнует. Ревнует, потому что на данный момент она себя ощущает по карте Вечная невеста. Это женщина, которая прикладывает максимум усилий для достижения цели, а не дается ей то желаемое. Рядом с вами, ей кажется, рядом с вами, там, анализируя, сравнивая, ей кажется, что вот вы свои мечты, там, вот вы ставите какую-то цель, вы идете, и вполне возможно, что уже вы то ли реализовали свою мечту, то ли на полпути к реализации. При этом, скорее всего, вот эта женщина, о которой мы говорим, она, знаете, можно сказать так, любитель тут азартный риск, да? Тут где-то женщина, которая может быть адреналинозависима, женщина, которая получает где-то даже кайф от каких-то постоянных там, ну, не знаю, как вам сказать, какие-то хитромудрые планы, какие-то, может быть, сплетни, многоходовочки. Вот как будто человек в этом варится, и она даже от этого риск, ну, вот, несет, кайфует. Есть люди, для которых это вообще ужасно, они от этого теряют энергию. А эта женщина, скорее всего, находясь в вот таких каких-то постоянных, там, уж не знаю, заговорах, в каких-то провокациях, она от этого кайфует. Она получает от этого еще дополнительную энергию. Так вот, тем более для нее это вот какой-то тут шок, что если она там столько усилий прикладывает и может там с ног на голову все перевернуть, да, использовать, и при этом она не получает желаемое. Вот, тут как-то так. Так, почему еще она ревнует вас? Ну, в данном случае ревность это идет, допустим, к вашим достижениям, да? Тут черная кошка, книга, гроб. Такое у меня ощущение, как будто бы то, что она изначально планировала, наверное, в отношении вас, может быть, свои даже какие-то шаги, там, если это карьера, да, допустим, взаимоотношения, все равно шло какое-то где-то, могла иногда сравнивать с вами. И тут черная кошка, она даже что-то много очень скрывала, да, по карте книга, она постаралась получить какую-то информацию, ее использовать. Может против вас, может быть, ну, исключительно для себя. Но карта гроб, мне как будто бы то, что она там планировала, и даже на ходовочке какие-то там пыталась воплотить, ну, по карте гроб не получилось. Дальше она тут какие-то тоже, вот прям цели ставит человек. И карта мудрость, как будто бы даже и пытается это как-то все, может быть, ну, можно сказать, по-мудрому, по-умному обставить, а все равно не дается, отчаяние. Тут вроде бы ее все начинания там какие-то, почему-то это с вами даже связано. Может быть, навредить вам, как минимум нагадить, как минимум там какую-то дезинформацию про вас бросить. А все равно это сталкивается с какой-то вот неудачей. Тут карта гроб все медным тазом накрылась, тут карта отчаяния, все цели ее как-то мимо пролетели эти стрелы. Я же говорю, тут вечная невеста в данном случае. Ну, тут просто человек сравнивает с вами, может быть, даже вот если у нее сейчас в личной жизни там проблема, ей кажется, что у вас, наоборот, даже если у вас были проблемы, то у вас шансы даются. Вы как будто бы цветете и пахнете. В карте звезда, еще раз повторюсь, на вас эта карта выходила. То есть вы идете за своей мечтой, вы как будто бы в процессе.
И как бы там ей не хотелось, может, вас остановить, а все равно вы идете, вы в пути. Это как это выражение, да? Собаки лают, караван идет. Вот почему-то сегодня мне такой вышел расклад. Уже не знаю, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!